Всем привет, друзья! С вами Оля. Без преувеличений, это самые вкусные куличи, которые я пробовала в своей жизни. Они такие же воздушные и волокнистые, как панеттоне, но при этом сладкие и сдобные, как краффин, с большим количеством наполнителей. Эти куличи долго не черствеют. Мы ели их 3 дня, и они как свежие. Кроме этого, я в приятном шоке, поскольку данные куличи можно даже замораживать. И после разморозки они как свежие. Всем советую посмотреть этот рецепт. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала приготовим заварную основу, благодаря ей куличи будут долго не черстветь, а также они получатся более влажными и воздушными. В сотейник или кастрюлю с толстым дном, можно даже в сковороду, наливаем 120 мл молока, добавляем 20 грамм муки и перемешиваем. Завариваем муку на среднем или выше среднего нагреве, постоянно помешивая, провариваем массу до загустения. Далее перекладываем заварную основу в неглубокую тарелку, чтобы она быстрее остыла. Можно тарелку ничем не накрывать, а периодически подходить и перемешивать, чтобы на заварной основе не образовалась пленочка. Либо накрываем заварную основу пищевой пленкой в контакт и оставляем остыть до слегка теплой или комнатной температуры. Следующий приготовим опару. В миску выливаем 70 мл теплого молока. Проверяем пальчиком, молоко не должно обжигать. Высыпаем 1 столовую ложку сахара для питания дрожжей. Далее добавляем 30 грамм живых дрожжей или 10 грамм сухих дрожжей. Перемешиваем. Дрожжи используйте свежие, хорошего качества. Это имеет большое значение. Дрожжи используйте те, которым вы доверяете. Следующий добавляем остывшую заварную основу. Перемешиваем до однородной консистенции. Отдельно муку в опару мы добавлять не будем, только заварную основу. Как видите, опара получается жидкой. Накрываем ее пищевой пленкой или кухонным полотенцем, ставим в теплое место на 20 минут. Опара должна увеличиться в 2 раза. Я ставлю опару в духовку при температуре 30 градусов. Выше нельзя, погибнут дрожжи. Если в вашей духовке нету режима для расстойки теста, тогда вы просто ставите опару в выключенную духовку, а рядом оставляете чашку с кипятком. Таким образом мы создадим теплую среду. Далее в большую миску или чашу от планетарного миксера разбиваем 3 яйца. Также отдельно еще 3 яйца разделяем на белки и желтки. Желтки отправляем в чашу, белки ставим в холодильник. Они нам понадобятся позже. Яйца могут быть любого размера, главное, они должны быть комнатной температуры. Если яйца покупные, можно добавить 1/4 чайной ложки куркумы, чтобы пасочки были желтого цвета. Следующими добавляем 250 грамм сахара, щепотку соли и 2 чайные ложки ванильной эссенции. Это спиртовая настойка ванили, и она очень ароматная, продается в любом супермаркете. Попробовала ею воспользоваться, и пасочки получаются очень ароматными, всем советую. Вместо ванильной эссенции можно добавить 2 пакетика ванильного сахара или ванилин. Ароматизаторы добавляйте по своему вкусу. Яйца с сахаром взбиваем на высокой скорости миксера до пышной светлой массы. Если нету планетарного миксера, тогда взбивайте яйца ручным миксером. Если вам интересно, какие куличи я приготовлю на Пасху, переходите в мой телеграм-канал, я обязательно поделюсь. Тем временем опара хорошо выросла, это означает, что дрожжи рабочие, активные. Если вдруг у вас опара не поднялась, подождите еще немного, 10-15 минут. Если ничего не происходит, тогда, скорее всего, дрожжи не рабочие, и опару нужно переделать. Подошедшую опару добавляем к взбитым яйцам, перемешиваем венчиком или на низких оборотах миксера. Далее через сито просеиваем половину муки от общей массы. Уходит 300 грамм муки. Замешиваем тесто в планетарном миксере 2-3 минуты с насадкой крюк или ручным миксером со спиральными насадками. Далее добавляем 150 грамм мягкого сливочного масла. Его заранее нужно достать из холодильника и прогреть до комнатной температуры. Перемешиваем до объединения масла с тестом еще 2-3 минуты.
После этого просеиваем вторую часть муки, еще 250 грамм. Чтобы крюк не разбрасывал муку в разные стороны, поначалу включаем маленькую скорость, а затем вымешиваем тесто на скорости выше средней. Что касается количества муки, у всех оно будет немного отличаться, поскольку у всех продукты разные и мука разная. Количество муки зависит от размера яиц и от самих свойств муки. Я советую по возможности использовать муку высшего сорта или экстра, желательно с более высоким содержанием белка. Тогда паска получается более волокнистой. У меня 12 грамм белка. Но в любом случае, если вы используете просто хорошую муку высшего сорта, у вас также все получится и все будет очень вкусно. Учитывая все эти факторы, поначалу я советую добавить 550 грамм муки, а далее смотрите по своей ситуации. По желанию, для приятного цитрусового аромата на мелкой терке натираем цедру одного апельсина, только верхнюю желтую часть, белая горчит. Вот какой примерно должна быть консистенция теста. Тесто мягкое, но в то же время держит форму, не растекается и слегка прилипает к рукам. Добавляем цедру одного апельсина. После добавления всей муки вымешиваем тесто в планетарном миксере примерно 15-20 минут на скорости выше средней. Это же тесто вы можете попробовать вымешивать ручным миксером со спиральными насадками или просто вымесить его руками на столе. Чтобы тесто не прилипало, руки смазываем растительным маслом. Хорошо вымешанное тесто отходит от чаши миксера. Миску для расстойки смазываем растительным маслом без запаха. Тесто округляем. Вот теперь мы можем увидеть, каким оно получилось. Тесто мягкое, эластичное, слегка прилипает к рукам. Кладем его в миску, накрываем пищевой пленкой, делаем несколько дырочек, чтобы тесто дышало. Ставим тесто на расстойку в теплое место. В зависимости от дрожжей и условий для подъема уходит примерно 1,5-2 часа. Нам нужно, чтобы тесто выросло минимум в 2-2,5 раза. Вот дожидайтесь, чтобы оно хорошо поднялось. Тем временем подготовим наполнители. Когда я готовила эти куличи первый раз, подготовила 2 вида начинок. Для первой начинки 100 грамм изюма и 100 грамм цукатов на 5 минут заливаем горячей водой. Затем ее сливаем. Апельсин, с которого мы снимали цедру, разрезаем пополам, выдавливаем из него сок. Далее сок подогреваем, чтобы он стал горячим. Заливаем соком наполнители. По желанию к соку можно добавить 1 столовую ложку ароматного алкоголя. За счет того, что сок горячий, цукаты быстрее набухают. Для второй начинки 80 грамм сушеной вишни или клюквы при необходимости разрезаем пополам и заливаем горячей водой на 5-10 минут, чтобы вишня стала более мягкой, а также набухла немножко. Когда сухофрукты набухли, они не вытягивают влагу из теста. Спустя время просушиваем вишню бумажным полотенцем. 1 плитку черного или молочного шоколада, у меня 85 грамм, нарезаем кусочками. Вторая начинка готова. Спустя время вот как хорошо поднялось тесто. Обминаем его. По инструкции автора данное количество теста рассчитано на 2 формы диаметром 13,5 см, поэтому делю тесто на 2 части. Рабочую поверхность смазываем маслом. Берем половинку теста. Добавляем начинку. Вымешиваем, чтобы наполнители более-менее равномерно распределились. Тесто округляем и перекладываем в форму. Точно так же вторую половину теста расплющиваем руками. Цукаты с апельсиновым соком откидываем на сито и даем жидкости стечь. Добавляем к ним половину столовой ложки муки и перемешиваем.
Наполнители с мукой добавляем в тесто, вымешиваем его, чтобы они равномерно распределились. Тесто округляем и кладем в форму. Формы с тестом ставим на расстойку в теплое место на 1,5–2 часа. Они должны подняться практически до верха формы. Сверху уже поднявшееся тесто я покрыла белково-миндальной глазурью. Чуть позже расскажу, как это сделать. В таком виде я поставила куличи выпекаться. И тут меня ожидал неприятный сюрприз. Куличи поднялись как грибочки. Формочки оказались для такого количества теста маленькие. После того, как куличи остыли, я их попробовала. Кулич мягкий, воздушный и очень-очень вкусный. Мякиш сдобный, влажный, такой волокнистый. Эти куличи мне так сильно понравились по вкусу, что я решила приготовить их еще раз. Но в этот раз я рассчитала, как их правильно заполнить тестом. Информацию оставлю в описании под видео. Хочу уточнить, что во второй раз цукаты с изюмом просто залила горячей водой на 10 минут, чтобы они набухли. Воду слила, цукаты просушила. Среднее количество начинки на все это тесто – это 300 грамм наполнителей. Большое количество начинки на все это тесто – это 400 грамм наполнителей. Добавляйте количество наполнителей по своему вкусу. Стол смазываем маслом. Выкладываем тесто. В наполнители добавляем 1 чайную ложку муки и перемешиваем. Вымешиваем тесто, чтобы вошли все добавки. Во второй раз у меня 300 грамм наполнителей. Далее делим тесто пополам, а затем каждую половинку на 2 части. Одна побольше, другая поменьше. Общий вес моего теста 1 кг 780 грамм вместе с добавками. В 2 формы диаметром 11 см я ставлю по 340 грамм теста, то есть заполняю формы на 1/3. В 2 формы диаметром 13,5 см я ставлю по 550 грамм теста, также заполняю их на 1/3. Тесто округляем и убираем добавки сверху, чтобы они во время выпечки не сгорели. В таком виде формы ставим на расстойку до увеличения в объеме в 2–2,5 раза. Тесто должно подняться практически до верха формы. На это уходит примерно 1,5–2 часа, но может уйти и 3 часа, если дрожжи менее активны. Поэтому ориентируйтесь не на время, а на то, чтобы тесто хорошо поднялось в формах. Для макронажа нам понадобятся 2 белка, это 60 грамм. Добавляем к ним 80 грамм сахара и 50 грамм миндальной муки. Перемешиваем, получается густая кашица. Вот как поднялось тесто спустя 2,5 часа. Макронаж перекладываем в кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет. Отрезаем уголок и выдавливаем по спирали. Сверху посыпаем куличи миндальными лепестками, а также в конце посыпаем сахарной пудрой. Уходит 1–2 столовые ложки. В таком виде выпекаем куличи в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Спустя примерно 20 минут выпечки прикрываем куличи фольгой, чтобы они сверху не подгорели. Спустя 35 минут выпечки проверяю шпажкой на готовность маленькие куличи. Шпажка сухая, достаем их из духовки. Большие куличи пусть пекутся подольше. Далее нам понадобятся длинные шпажки. Так как куличи очень мягкие и воздушные, чтобы они не опали, снизу протыкаем их шпажкой и подвешиваем верхушкой вниз. Точно так же делаю со вторым куличом. Спустя 50 минут выпечки проверяем на готовность куличи побольше. Шпажка сухая, можно доставать их из духовки. Точно так же протыкаю куличи шпажками и оставляю полностью остыть в перевернутом состоянии. Спустя время, когда куличи полностью остыли, показываю, что же получилось. На мой взгляд, эти куличи выглядят очень аппетитно, празднично и стильно. Шапочки у них как надо, и небольшие, и не маленькие. С одного кулича я сняла упаковку и покажу, какой же он мягкий, воздушный. Его можно полностью сжать руками.
В разломе видно, что у кулича волокнистая структура. Что особенно приятно, мякиш влажный, сдобный, а также кулич очень вкусно пахнет ванилью и апельсином. Кроме этого, мякиш у кулича желтенький, поскольку во второй раз я добавила щепотку куркумы. Не бойтесь, добавляйте, на вкус это не повлияет. Также хочу показать вам, какой кулич в разрезе на следующий день. Разрезаю его ножом-пилой. На мой взгляд, внутри очень красивый разрез. Во-первых, кулич не крошится, это значит, тесто хорошо вымешано. Во-вторых, у кулича кружевной разрез. Видно, что тесто внутри действительно воздушное. И в конце хочу поделиться еще одним открытием для себя. Как оказывается, куличи можно замораживать. Сейчас я вам это наглядно покажу. Кулич с шоколадом из первой попытки я поставила в 2 пакета, чтобы не было контакта с воздухом. И в таком виде поставила его в морозилку. Спустя неделю я его достала из морозилки, сняла пакеты и оставила размораживаться при комнатной температуре 5 часов. Далее кулич завернула в фольгу и прогрела 15 минут при температуре 100 градусов в духовке. Разрезаю его. Хочу показать, что получилось. Уточню, у меня морозилка с сухой заморозкой и, соответственно, никакой влаги при разморозке не было. Кроме этого, после духовки кулич стал мягеньким, практически как свежий. С чистой совестью показываю все как есть. Этот кулич хорошо переносит заморозку. По вкусу и виду он как свежий. Мякиш остался таким же ароматным, влажным и сдобным. От всей души советую этот рецепт. Мне он очень и очень понравился. Я угощала этим куличом своих друзей. Все были в восторге. Некоторые даже попросили приготовить его на заказ. Вот настолько он всем понравился. Поэтому и вы попробуйте. Вдруг и это ваш рецепт. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Я очень старалась. Надеюсь, видео было для вас полезным. Как всегда, жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.